Здравствуйте, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, Таро на неделю с 5 по 11 мая. Что изменится или что, быть может, заставит измениться вас, давайте узнаем. С чем могут быть связаны события будущего, в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения или что-то корректировать на этой неделе, и к чему все идет. Достанем карту как знаки судьбы. Что важно услышать или что нужно знать, на что обратить внимание. По подсказкам карт, конечно, и будем реалистами. Любой расклад или прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Карты Таро– это инструмент, это метафора для самопознания, осознания глубоких процессов, которые происходят в душе каждого из нас, понять самого себя. Это искусство. Осознать тот глубокий процесс, который в вашей душе формирует какую-то проблему. И с целью найти решение этой проблеме. Пережить эмоционально и снять напряжение. И поскольку жизнь наша не бывает полностью предсказуема, мы с вами вместе, глядя на карты, размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов развития событий. И тот вариант, который нам предложат карты, это один из множества вариантов. Ну, давайте посмотрим. Вот как раз один из этих вариантов. Что спешит в вашу жизнь? Или кто спешит в вашу жизнь, мои дорогие водолеи? С чем это будет связано? События ближайшего времени или будущего. Неделя не такой уж большой срок. А вот посмотрите, у вас часы. И это добрые перемены. Значит, какие-то либо известия будут, либо что-то складывается так, словно высшие силы, как высший разум, желает, чтобы Водолей был счастлив. Потому что есть судьбоносность, правда. И согласитесь, все-таки в нашей жизни бывают такие моменты, которые мы не предполагали. А иногда даже случаются такие неопределенности, которые нас словно подталкивают что-то изменить. А потом мы говорим себе: вау, ну надо же, а я даже и не предполагал. И если бы не было вот этого какого-то отправного пункта, мы бы и не знали, что, оказывается, можно сделать или жить лучше, более счастливо, или вообще какую-то новую концепцию своего благополучия построить. Но себя сохранять все-таки действительно это искусство, потому что выпадает маска, и это всегда те люди, которые находятся словно за кулисами, в тени. Или это те люди, которые транслируют одно, но задумали другое. Может быть, это и вы, мои дорогие водолеи, где-то предчувствуете, что не всему могу доверять. Или не каждому могу довериться. Вы где-то чувствуете, что люди могут подвести. Или вы чувствуете, что нужно рассчитывать на самого себя. Карта ведь тоже говорит: имей вот эту маску, и вполне вероятно ты столкнешься с такой ситуацией, когда тебе придется какой-то почетный компромисс принимать. И при этом не рассказывая, не распространяясь о себе слишком много, вам действительно эта маска может помочь, потому что рядом выпадает это значение якоря, или это стабильность, уверенность. И, может быть, не все так однозначно в нашей жизни. Иногда мы можем даже о людях думать, к примеру, ну, не очень хорошо. Потом это тоже часто бывает или из-за стереотипа, или из-за какой-то привычки нашей мыслить так. А потом проходит какое-то время, и, согласитесь, бывает в нашей жизни именно таким образом, что тот человек, на которого мы меньше всего рассчитывали, нам приходит на помощь. И наоборот, на тех, кого рассчитывали, они как будто умыли руки, ушли, сделали вид, что они нас не знают. Вот, знаете, тут не все однозначно. Здесь какой-то баланс. Вот вам приходится балансировать. И еще, если мы говорим перемены, это уже какой-то шаблон, значит, ломается. Нравится это нам или нет. И это может быть связано с тем, что новый человек буквально приходит в вашу жизнь. Вот почему называется, наверное, старинный пасьянс цыганский. Потому что в этой колоде есть изображение цыганки. Хотя прописано картам лицо, вот просто лицо. Имеется в виду тот человек, которого мы еще пока не знаем слишком хорошо. И рано делать выводы. Может быть,
какие-то предложения поступают, или вы сами ищете вариант какого-то выхода, и вы контактируете, как расширяете диапазон общения и с новыми людьми. И тут и не замечтаться, но и не отказаться от какого-то общения. Так вот, вы можете услышать какую-то радость. Венок – это радость. Может быть и предложение, правда? Почему нет? Мы все разные. И у кого-то гости, либо вы в гостях, либо к вам гости засобираются, такое тоже могу предположить. Может быть, вы будете где-то находиться как в новой общности людей. Это может быть и как по месту работы, к примеру, да, иногда собираются, называется корпоратив, собираются все работники организации по какому-то поводу. Или, может быть, это сужаются границы, ваша семья, или приглашение куда-то от друзей, да, но, может быть, и там состоится вот это знакомство. Нам пока еще карты не говорят, но то, что новых людей в вашей жизни может быть больше, то вот это я допускаю. Разложим все до конца. И в нашем пасьянсе мы можем соединить то, что по горизонтали и вертикали находится в крайних рядах. Вот смотрите, у вас и добрые перемены, и семейное счастье, а подкова – это еще и символ удачи раньше был, да? Поэтому, правда, какие-то позитивные энергии пытаются войти в вашу жизнь, но не замечтаешься, мои дорогие водолеи. Быть реалистом определенно стоит. Не все может быть так однозначно, не все люди братья, не все то золото, что блестит, или не вся та трава нам кажется зеленее, или солнце ярче где-то там вдалеке. То есть, ну вот все на какой-то пока грани. Нет, может быть, четкости. Есть перемены, причем к счастью. И здесь как чего-то и не упустить, но так и не дать себя облапошить. Вот я все-таки вижу и такой момент тоже. Мы ведь еще не знаем, во что выльется вот это значение маски. И пока я с вами говорила, смотрю, что у вас еще по крайним рядам совпало. Не вижу я совпадений, мои дорогие водолеи, поэтому пойдем с вами дальше. Итак, на картах Таро, что неожиданно изменится или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения. Имеется в виду, это внешняя обстановка, которая на вас влияет или меняется что-то, или заставляет вас измениться. А что будете менять лично вы? Достанем вторую карту. И к чему все идет? Продолжение какое следует? Знаки судьбы. На что обратить внимание? Чего не упустить? И тоже достанем, к чему все идет, какое продолжение следует. По основным сферам жизни. Сфера вашей работы, достижений, честолюбивых планов. У кого-то учеба, у кого-то документы. Энергия денег. И третья карта на сферу жизни. Любовь и личная жизнь. Ну, давайте же узнаем, что ж там неожиданно изменится. Ух ты! Да на кону вот этих перемен ваше солнце, мои дорогие. Радость, счастье, новое качество жизни. Кстати, да, иногда проигрывается и эго наше, между прочим. Это когда мы хотим настоять на своем, да, мы с вами говорили, тут какой-то баланс, или вы словно балансируете на грани чего-то, еще не все определилось, и поэтому солнце не упустить. Вот самое главное, что неожиданно меняется, да тут все меняется, какая-то, знаете, альтернативная возможность действительно к вам приходит, и вот это солнце не упустить. Или есть сама по себе какая-то возможность, вы можете тут устроить какую-то философию, надо, не надо там на что-то соглашаться, нужно мне в этом направлении двигаться или нет, а это его величество, судьба, случай, который перед вами открывает новое качество жизни. И пусть на этом пути нам еще придется что-то изучать и себя адаптировать, может быть, и организовывать, но я так вижу, от чего-то не отказаться. Само счастье пытается войти на ваш порог. Нечего мне добавить, тут действительно дорога к солнцу. И второй старший аркан – это то, что будете менять вы. Вы можете, кстати, по этой карте справедливость или правосудие, как закон кармы, причина и следствие, то, что вы сделали прежде, теперь может вернуться через помощь других людей, руками других людей, которыми вы, может быть, и не помогали, но иногда проигрывается, как мы должны и наши какие-то гештальты закрыть, или, может быть, те темы, дела, вопросы, которые связаны с документами, может быть,
с юриспруденцией, оформлениями. Мы должны тоже завершить красиво, красиво, чтобы нам в будущем, тут ведь нам дорогу в будущее по аркану Солнца показывают, ничто не помешало или не напомнило о прошлом, или не заставило вернуться назад, чтобы что-то переделать. Поэтому будьте внимательны. И где-то карта рекомендует даже не надеяться на авось, на его величество случай, а максимально сделать свою жизнь понятной или в согласовании с законом. Поэтому либо отправиться к чиновникам, смотря с чем сопряжен ваш вопрос. Так вот, мы можем отправляться к чиновникам или к людям, наделенным властью, которые знают, как правильно оформить документ, составить какую-то бумагу или какой-то контракт, договор. И опять же, юрист, адвокат, вы должны что-то сделать наверняка. Вот из этого солнца, из этой возможности какую-то создать конкретику. Именно она вас меняет. Меняет, как это солнце, открывая возможность, но и вас где-то делает более таким взвешенным, рациональным человеком. Некоторые события реальной жизни, которые вы должны сделать не наспех, не на авось, а вполне конкретно прописать, может быть, на бумаге, как я говорила, или какой-то заключить договор юридически, может быть и так. И к чему все идет. Или вы куда-то поедете, или вы действительно переезжаете, кто-то меняет работу, или как дополнительный источник дохода, какая-то переориентация и обустройство жизни по-новому, когда вы будете отказываться от прошлого. И поэтому тут действительно в тех вопросах, которые для вас имеют принципиально важное значение, нужно навести порядок. Нас приглашает аркан Солнца навести порядок в делах и в жизни, в тех, которые есть на данный момент. Потому что уже вы в переменах, мои дорогие. И вот у нас девушка, кстати, у кого-то буквально так проиграется, что нужно переезжать. Так вот тогда переезжаем мы налегке. Вот этот нехитрый скарб сложила на вала и что смогла в руки взять и пошла. Все. Вот у кого-то путешествие налегке или какой-то даже далекий переезд. Я понимаю, что не для всех. Десятка жезлов нам еще также говорит, не навьючивай на себя каких-то дополнительных забот. Наоборот, тебе нужно разобраться. И тот или то дело, которое ты должен сделать, может быть, можешь даже сделать лучше всех, но может выполнить кто-то другой. Делегируй. И уж тем более те дела, которые вообще призваны делать другие люди, не берите на себя лишних обязательств. И не сейчас, не на эту неделю, да и на будущее, к чему все идет. Чем меньше обязательств, тем понятнее жизнь ваша. Знаки судьбы. Ну, может быть, не брать вот этих обязательств или не обещать того, чего вы вряд ли сможете осуществить. Вы в эпохе перемен, мои дорогие водолеи, и по тройке мечей это грустный опыт. Я люблю, тем не менее, эту карту, потому что я ее часто называю, кто смотрит мои расклады давно, карта здорового равнодушия. Но в этой колоде художник очень ярко воспроизвел именно как сам символ этой карты. Вот это сердце израненное. И, может быть, раньше был когда-то период очень сложный в вашей жизни. Вот этот сгусток боли, от которого хотелось кричать и плакать. Когда вы не могли ничего сделать. Может быть, это были непреодолимая сила каких-то действий внешнего порядка, на которые вы тоже не влияли. Или, может быть, у кого-то это было предательство. Но вот теперь наступает здоровое равнодушие. Почему? Потому что, во-первых, мы словно выздоравливаем, и сердце нам показано заштопанное, зашитое. Но вот эти шрамы, они никуда не денутся, они останутся. Но они призваны нам напоминать о каком-то пережитом опыте или какой-то нашей ошибке, и которую мы не должны повторить. Эта карта одновременно и выздоровления, и, я бы сказала, такого холодного рационализма, и вам как подсказки. Ты не можешь что-то сделать лишь бы как, или на авось, или в надеясь на его величество случай. Это все то, что я говорила только что, уже не повторяюсь. И можно сказать, весь верхний ряд – это как знак судьбы. Будь вот именно сейчас в некоторых вопросах водолей более чем расчетлив и рационален для себя самого, чтобы не повторить какой-то опыт. К чему все идет? Ты должен укрепить свое благополучие.
По королеве Пентакли это мы отстраиваем новое качество жизни. Мы, кстати, можем какой-то свой проект, идею, вдохновение переложить на реальные рельсы и монетизировать, как и творчество, так и буквально какой-то личный опыт, создать личное дело, продвигать что-то, потому что то, что задумала королева Пентаклей, как в ментальности, она умеет воссоздать на практике. Вот, может быть, вам предстоит какой-то шедевр, мои дорогие водолеи, почему нет? А среди вас достаточно творческих людей, поэтому у вас что-то получится осуществить. Но королева Пентаклей – это практик и реалист. Это не есть какая-то холодная карта, но предыдущий опыт ее научил не искать грабли или не находить их. Она умеет со всеми выстраивать правильную концепцию общения, взаимодействовать, да, какое-то партнерское взаимоотношение строить, но она не готова тут мечтать. Тут только мечта как символ, может быть, собственной идеи, которую она воплощает в жизнь. Поэтому по этой карте идет сделать сказку былью, построить из какого-то хаоса благополучия или навести порядок буквально с нуля. Вот эти энергии должны быть продолжены. Для кого-то из вас изменения в личной жизни, когда вам тоже придется обустраивать свое благополучие, и я могу предположить, в каком-то новом формате, может быть, в новой местности, с другим человеком. Ну, понятно, не для всех. У кого-то это будет просто продолжение, может быть, той прежней истории, и следует не повторить какую-то ошибку, а может быть, переложить на практику, не закопать какую-то тему вглубь себя и начать додумывать, а вынести на поверхность. Вот такой психологический прием, когда мы не утрамбовываем наши сомнения, а мы их проговариваем, мы их выносим на поверхность, мы задаем вопросы, глядя человеку в глаза и конкретно в лоб. Мы наблюдаем, анализируем, делаем выводы и потом идем дальше. Сфера ваших достижений, правда, что-то завершилось. Все то, что я говорила еще с карт пасьянса, и я надеюсь, все прекрасно понимают, 13-й аркан – это не про смерть, это трансформация. Эпоха трансформации, перерождения, возрождения, избавления от болей, выздоровления, от страданий каких-то, мои дорогие, увеличение жизненных сил. Вот, кстати, к чему все идет. Мы накапливаем собственную энергию, но мы заботимся, кстати, о своем здоровье, благополучии и уделяем внимание деталям. Здесь все будет важно для вас, но на сферу ваших достижений перезагрузка какая-то. И все то, что я сказала на этой неделе, не только теперь это актуально, а приводим в баланс какие-то прошлые дела, потому что на кону совершенно новое качество жизни. Вот и приведите в баланс все ваши дела, может быть, и уточняя что-то юридически или отправляясь к чиновникам, но это вот перерождение или возрождение, оно совершенно неизбежно. Какой-то процесс, это старший аркан, он будет продолжен. И даже если мы пытаемся что-то удержать, но внешние события все равно приносят на наш порог или в нашу жизнь. Мы спрашивали, что спешит? Перемены, финансы. У вас есть тот человек по 6 пентаклей, который вам готов помочь. Может быть, буквально у кого-то проиграется королева Пентаклей как близкий человек или родственник, или любимый даже человек. Мы несколько абстрагируемся, что у нас королева, не рассматриваем мы по полу карту. Так вот, это как поддержка высших сил, удачный момент по 6 Пентаклей, правильное взаимодействие, где-то и дипломатия, но это еще и возможность заработать деньги. Может быть, новая концепция вообще труда и занятости, или как вторичный доход, или когда мы наше ремесло перекладываем, монетизируем и говорим, да, вот для вас новые способы заработка тоже, или как увеличение дохода. Но по этой карте, если мы уж рассматриваем в контексте недели, денег в долг не даем, они вам понадобятся, а вам, если вы одолжите, либо их могут и не вернуть, или вернут не скоро. Тут ведь что-то завершается, кто знает, увидите вы этого человека или нет, или что будет с этим человеком, или вообще пока, вы знаете, сложно что-то предопределить, по крайней мере в контексте этой недели, на будущее, только в отношении ваших собственных планов, намерений и целей. Вот это все во благо. А если мы говорим
Все то, что касалось какой-то юридической основы или каких-то договоров, взаимодействия с людьми, то тут, скорее всего, мы в баланс все это приводим или к какому-то знаменателю. Личная жизнь, праздник, мои дорогие. Но, видимо, будет повод для радости. И, в общем-то, все карты нам об этом, да, солнце, если мы говорим. Не упустите какую-то возможность праздника, хотя есть еще те темы, с которыми вам нужно разобраться или внести какую-то ясность. И у кого-то это будет касаться по части личной жизни, но для кого-то и по делам нужно баланс установить, чтобы был праздник. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.